болит. Ну, вчера мы Страшно наделали болит. дел. Будто меня что-то Ну, изнутри не разрывает. поможешь человеку в Надо к беде. друидам сходить. Он, Я конечно, уже не была. слабак. Приветствую снова. Видишь, я вовсе не хотел тебя обмануть. Пожалуйста, вот твои деньги. Тебе повезло, обычно я не так снисходителен. Так или иначе, я бы советовал тебе найти другое занятие. Воры к друидам прибыл. Выходит, про ледяного великана правду говорили? а куда? Ну, вчера мы наделали. Повешу твою башку у седла. Логово сирен, надо бы от него избавиться.
Ты вернулся. У меня есть для тебя работа. Будь здоров. Счастливого пути. Ведьмак? И болит. Страшно болит. Будто меня что-то... Следи за собой. Интересно, такой ли ты крепкий, как выглядишь? Пропустил я вчерашнюю свалку. Говорят, дрались. Привет! Я смотрю, дела у вас процветают. Если бы ты только знал. Все хотят сражаться на проклятой арене. Значит, и у меня процент какой-то накопился. А как же? Пожалуйста. Вести дела на Скеллиге одно удовольствие. Заходи еще. Тут у нас будут твориться великие дела. Помяни мое слово. Надеюсь, ты прав. Удачи. Тебя дома не ждут? Мой видел дом чертежи? сегодняшнего дня. Странный дракон. Мой дом. Рори, не жри столько. Это еще почему? Потому...
Вербена, Видал того лепесток, белорусского? ромашка. Интересно, откуда такого Приезжают тут всякие с большой земли, а нам потом их трупы из корчмы выносить. Красивые мечи. Говорят, седая Инги увидала по знакам, что ждет твоего сына. Да, она кинула его пуповину в воду, и та свернулась в форме ужа. Милости просим. Я слышал, что Хьялмар набирал здесь людей в поход. Еще как! Ворвался, скинул миски со стола, влез на доски и кричит: «Я плыву за славой! Кто со мной? Кто хочет снести великану башку?» Думается, с такими речами он набрал целый дракар людей. Да его на руках из корчмы вынесли. Все вопят, один громче другого. Отобьем, мол, кузни, выпустим великану потроха. Это надо было видеть, ведьмак. Аж сердце радовалось. Вижу, что Хьялмар здесь популярен. Так ведь он сын Краха. Башковитый парень. И компанию добрую подобрал. Что подраться, что нажраться. Сколько я после их дебошей повыкидывал столов и лавок. Ну и эти, Сундвика, которых он зазвал, тоже не прощелыги какие-нибудь. Один из клана Тордорох всю затею с походом и выдумал. Ну это мастер-лодкодел, как его там? Виги. Точно! Он же возомнил, будто заслужит прозвание неустрашимый. Только покуда его помешанным зовут. А что за кузню собрались отбивать? А ты не слышал, что броня Сундвика лучшая на островах? И мечи у них приотличные. Потому что мы мечи делаем, как краснолюды эти свои, сигели. Мягкая многослойная сердцевина и прочная сталь снаружи. Откуда ты знаешь? Это секрет клана Тордорох. У меня есть знакомые краснолюды. А может и есть. Ах, такой руды, как в шахтах на Ундвике, тогда же и у... А ни у кого нет. Вот что я скажу. Был же у Хьялмара какой-то план. Какие там планы? Они даже не знали, где великана искать. Помню, Виги хотел идти в горы через замерзшее озеро. Говорят, оттуда великан и пришел. Его разбудил мороз, что сковал землю вокруг башни. Ну это... Зима была суровая. А этому людоеду только того и надо. А будет еще хуже. Даже боги... Ну... Ясно. Что? Не веришь, что Рагнарёк идет? Скоро поверишь. Вы все поверите. Бывай. К вашим услугам. Если хочешь разузнать еще что про Ундвик или великана, Акселя спроси. Или вон там Ранты сидит. Глаз красив, башка седая. Чего тебе? Я ищу людей Сундвика. Все умерли. Я слышал, многие уцелели. Вот ты упрямый какой. Что ты хочешь знать? Ты был там, когда напал великан? Ну, был. Я должен был Ярла охранять, но я подвел его. Не верил я в то, что жрицы говорили, что кара нас настигнет. Что мы вроде как железо у земли отбираем, куем на мечи, а потом люди ими друг друга режут. Что Фрейя нас накажет. Только, может, и правду говорили. Расскажи мне о смерти Ярла Ундвика. Ярл Харальд собачья морда. Вся его дружина пала в ту ночь. Вильмар, Вильфред и Вильхельм. Когда я туда прибежал, все уже было кончено. Только Вильмара увидел, как великан его кинул о скалу. Он прямо рядом со мной упал. Все кости поломаны.
Трясло его, как лосося на песке. Харальд тогда уже был мертв? Где-то дрался, как медведь. Рубил, уклонялся, кричал. Только не спасло его это. Ты-то как выжил? Сперва я услышал, как гигант ворчит на этих своих летучих сирен. Он ими командует. Можешь себе представить? Человеку со страху всякое видится. Я знаю, что я видел. Я рванулся ярлу помогать, но и в меня одна вцепилась. Хотела, должно быть, в гнездо утащить. Я вырвался, только как грохнулся о землю с высоты. Не смог потом встать. Последнее, что я видел, как туча сирен окружала ярла. Он кричал еще, а потом вдруг замолк. Те, что выводили женщин и детей к лодкам, забрали меня. Я без сознания был. Так меня и вывезли на Артскелев. Мне пора. Бывай. Я ищу людей Сундвика. Ивар с острова. А я когда-то плавал туда-сюда без перерыва. Береговую линию с закрытыми глазами нарисую. А все там хорошо. Только вот эти гребаные сирены... Меня спроси. Меня или Акселя Антор-Дорога? Вон он сидит. Что люди с Артскеллига могут знать про Ундвик? Когда Хьялмар собирал команду, ты другое говорил. Что, любовь твоя к роду Анкрайт уже угасла? Эти сирены, о которых ты говорил, много их на Ундвике? Ужасно много. Больше, чем на других островах. Конечно. Как-то во время лова они напали на меня и на Ларса. Прежде чем я успел их отогнать, его утащили в воду, а меня так отделали, что... И как вы отгоняете сирен? Ха-ха, сразу видно, ты не с островов. Рогом Хорнвала. Стоит затрубить, удирают, аж волна идет. Ивар сам оттуда, а ты знаешь эти воды. Вы-то почему не поплыли с Хьялмаром? Потому что для такого похода нужен настоящий вождь, а не молокосос, который только и думает, где подставить голову, чтобы набить шишку. Я когда-то... Да тебе бы только гузно просиживать и нос воротить. Княжна ты зериканская. Подвернулся отважный ярл, надо идти. Если бы морские твари не попортили мне ног, я бы и сам поплыл с Хьялмаром. А вместо того делю стол с таким вот брюзгой. Ты за каждым бы увязался, кто не позови. Хоть бы и за Краховой дочкой. Мне надо на Ундвик. Еще один любитель приключений. Но слушай внимательно, если не хочешь пойти на дно. Как выйдешь из гавани, иди на юго-запад. Следи за скалами, они торчат прямо из-под воды, так что придется покрутиться. Часть из них едва притоплена. Смотри, не напарись. Если пробьешь дно, пиши пропало. Пара минут в ледяной воде, и ты труп. Я когда-то... Не отвлекайся. Ладно, ладно. За течением тоже следи. И то снесет с курса и выбросит на скалы. Если повезет, ты встанешь ровно там же, где должен был высадиться Хьялмар. Приятно с вами поговорить, но мне пора. Будьте здоровы. Попутного ветра. Говорят, Седа и Инги увидала по знакам, что ждет твоего сына. Да. Берегись, по горам разбойники шастают.
Смотри, под ноги. Приезжают тут всякие с большой земли. А нам Бессонная ночка, а? Рори, не жри столько, Это еще почему? потому если в живот ничего получится. Клан Анкрайт. Клан Анкрайт. Здесь тащили носилки.
следы великана. Время возвращаться домой. В дом укрытый дерном и корой. Ждут меня там сын и дочки две. И жена прекрасней, чем во сне. Я теряю силы, щит разбит. Руки коченеют, грудь болит. Так что мне пора в мой дом родной. Дом, покрытый дерном и корой. Я знаю эту песню. Что ты здесь делаешь? Гляди, дружина. Еще один. А сколько раз я им говорил? Чего, Вильфред? Да, ничему не учатся. Этот хоть песню перед смертью послушал. Кто были эти люди? Это моя дружина. Они поклялись, что никогда меня не оставят. И вот, смотри, сдержали слово. Высокий — Вильмар. Рядом с ним справа — Вильфред. Заика — это Вильхельм. Почему вы остались здесь? Мы не можем уйти. Сунься мы еще раз, великан всех нас поубивает, как остальных. Ты Харальд Собачья Морда, ярл Ундвика. Я слышал, ты погиб. А что, мы с моей дружиной похожи на мертвяков? Ну... То-то же. Так значит, все думают, что я помер? Может, оно и к лучшему. Почему великан тебя пощадил? Моя дружина и сирены помогают ему строить корабль. Я шью паруса и иногда пытаюсь бежать. Тогда сирены прилетают и приносят меня обратно. А зачем ему корабль? Куда он собрался? Обещаешь не болтать? Моим людям я могу доверять, они будут немы как могила. Но ты... Я никому не скажу. Ну ладно. Великану нужна эта посудина, чтобы громить богов во время последней битвы перед концом света. И уже скоро все будет готово. Зверья тут мало, а я видел, как великан дает тебе еду. Где он ее берет? Не знаю, я не спрашиваю. Дружине нравится. Там на земле лежит обглоданная рука. Что? Где? Вильмар, мать твою за ногу! Кто за порядком будет следить? Совсем не умеешь хранить тайны. У нас был выбор. Или так, или с голоду помереть. Но я никого не принуждал. Вся дружина была за.
Я ищу Хьялмара Анкрайта. Похоже, он пришел сюда с дружиной, чтобы одолеть великана. А, да, видел я их. И Вильмар тоже. Точно? У Вильмара соколиный глаз. Они стояли на том же самом месте, что и ты сейчас. И все выглядели довольно скверно. Рыжий Лейв, Фолан, Виги. Между нами говоря, у парня с головой не все в порядке. Ну и молодой Анкрайт, тот тоже был. Тебя узнали? Нет. И к лучшему. Ты помнишь, когда это было? Когда было что? Когда здесь были Хьялмар Анкрайт и его люди. А, это... Не помню. Вильхельма спроси. Они говорили, куда пойдут? Не помнишь, Вильмар? А, да. Они собирались разбить лагерь в старой сторожевой башне. Ее найти просто. Стоит посреди долины и ничего не стережет. Я постараюсь вернуться к тебе, когда найду Хьялмара. Ты так уверен, что его найдешь? Может, ты еще и великана в одиночку завалишь? Все люди одинаковые, а, Вильхельм? Им кажется, что они бессмертны. Мне пора. Будь здоров. Слушай, если ты действительно сумеешь вернуться, принеси мне из деревни немного крепкой дратвы. И гвозди. Гвозди у нас тоже кончаются. Запомнишь? Гвоздей и дратвы. Я запомню. Гляди, дружина! Белоголовый вернулся. С чем пришел? Мне пора. Будь здоров.
следы битвы. Великан гнался за ними. Они бежали в сторону пещер. Лагерь Хьялмара. На них напали. Сломан позвоночник. Он будто упал с большой высоты. Этого уже начали объедать падальщики. Их застигли врасплох. Здесь были двое. Атаку. Нужно смотреть следы. Эти следы более давние. Кто-то ушел из лагеря до нападения. Несколько человек тащили лодку к северу. Он попал прямо на Накер, но завалил его. Да, суровая в островитян жизнь. Он попал прямо на Накер, но завалил его. Да, суровая в островитян жизнь. Еще след. По стреле на одного. Хороший глаз. Он определенно шел туда. Кто-то тут укрывался. Он шел в ту сторону. Здесь он получил первую стрелу, но побежал дальше. Он шел дальше. Уже шатался. Он потерял столько крови. Думаю, далеко не ушел. Он потерял столько крови. Думаю, далеко не ушел.
тут он получил вторую стрелу. Она-то его и добила. А куда делся лучник? Тролли затащили его в пещеру. Может, он еще жив. Лучник тоже был ранен. Там что-то варится.
Готовите? Готовим. Эй, ты! Помоги мне! Вода нагревается! Тихо там. Мне нужен этот человек. Не, человек у Мордыфа выиграли. В загадки. Значит, загадки любите. Ну, давайте сыграем на человека. Если я выиграю, заберу его с собой, а если проиграю, сам прыгну в котел. Это хорошо. Загадки? Сейчас? Не булькай. Первая загадка. Много ест и много пьет. Ходит он большой и бьет. Тролль, ясное дело. Хорошо, тролль. Пусть говорит свою загадку. Пусть легким бываю я словно перо, быть долго и троллю со мной нелегко. Пись-пись. Трудная загадка. Человек обманул. Я выиграл честно. Глупые загадки. Перо. Троллю нелегко. Не пись-пись. Идти сможешь? Попробую. Пойдем отсюда. Все в порядке? Я теперь в жизни в баню не пойду. А в остальном порядок. Ты спас меня. Как тебя отблагодарить? Я ищу Хьялмара. Хьялмара? Мне тоже интересно, куда подевались и он, и вся дружина. Должно быть, что-то случилось. Иначе они той же ночью пошли бы меня искать. А зачем тебе Хьялмар? Крах прислал меня за Хьялмаром. На Ардскеллиге будут выбирать нового короля. И все ждут возвращения молодого Анкрайта. Значит, уже началось. Хьялмар – владыка всего Скеллиги. Думаешь, он не подойдет? Хьялмар безответственный, упрямый и никогда не слушает советов. Зато он отличный предводитель. Я с ним с детства дружу. С ним и с Керрис. Керрис тоже претендует на корону. Керрис? Но
Она ведь... Она достойная дочь Краха. А что Крах? Поддержал ее? Позволил ей отправиться в шальной поход за подвигами? Он был не в восторге. Особенно от того, что Террис его не предупредила. Меня тоже. Куда она отправилась? С кем? Нас пятерок. Одна. Одна? Зараза! Если бы Хьялмар... Ты не знаешь, она уже вернулась? Да, у нее все получилось. Хвала богам. Расскажи мне о вашем походе. Началось все как в лучших сагах. С порядочного шторма. Пару смотало, как кусок тряпки. Потом, когда мы уже берег видели, нас окружили сирены. Будто поджидали. Мы бы с ними справились как-нибудь. Но вот кормчий... Кормчий ошибся. Мать его ошиблась, что родила его на свет. Этот идиот наслушался сказок, залил уши воском и не слышал наших криков. Ну и влепил нас прямо в скалы. Несколько человек погибло, раненых пришлось вытаскивать на носилках, а сирены не отставали. Хьялмар трубил в рог, но мы подошли слишком близко к склону, и на нас сошла лавина. Редкое невезение. И что потом? Мы добрались до этого безумца с кораблем и в конце концов разбили лагерь у сторожевой башни. На минуту показалось, что все обошлось. Почему ты оказался один? Во время ночной стражи я увидел, как Эгнар Сфарер стащил у Хьялмара рог Харнвала, которым мы сирен отпугиваем, и выбирается из лагеря. Вот я и пошел за ним. Не знаю, что взбрело в его рыжую башку. 1000 раз говорил Хьялмару не брать его с собой. Ну и что, удалось тебе его догнать? Да, в тех пещерах. Паршивец поднял такой визг, что накликал троллей. Я думал, что меня сразу сожрут, но меня сначала посадили в маринад. Сегодня решили, что уже пора. Тут бы мне конец и пришел, если бы не ты. Ты знаешь, где Хьялмар собирался искать великана? Говорят, у него логово в пещерах над деревней. Хьялмар решил, что туда лучше всего попасть по озеру. Вигий помешанный говорил, мол, есть дорога получше, через шахту. Но никто не хотел соваться в лапы чудищам. Я уже узнал все, что хотел. Прощай. Подожди, я пойду с тобой. Ха, на счастье, тролли не пустили мой лук на растопку. Хорошо. Идем.
Человек Хьялмара. Истек кровью, пытаясь сбежать. Интересно, что с остальными? Один из них споткнулся, но успел встать, прежде чем на него напал великан. Еще след. Много здесь крови. Он определенно шел туда. Надо поискать другой путь. Великан попытался пробраться в пещеру, но, видно, передумал. Он шел в ту сторону. Тут довольно глубоко. Не разобьюсь. Давай! Чистый удар. Голова, наверное, далеко отлетела. Ты хорошо знаешь остров? Я никогда раньше здесь не был. Скажем так, я небольшой друг клана Тордорох. На самом деле, на Артскеллиге их вообще не особенно любят. Ты говоришь, вам не нравятся люди Сундвика. Но вы же помогли им после нападения великана. А ты, когда спасаешь людей во время шторма, сначала спрашиваешь, из какого они клана? Ну хорошо. Но потом вы дали им приют, а теперь...
Отправились на великана. Да все просто. Отбить Ундвик — лучший способ выжить их с Артскеллиге. А с каким кланом у вас хорошие отношения? Ну, точно не с трусами из Броквара. Они будут говорить, что это неправда. Но 100 лет назад их ярл отказался идти на битву только потому, что врагов было больше. На Фарерах живут лгуны и злодеи, все это знают. Клан Тиршах с Артскеллиге вечно задирает нос. Клан Лугаса Безумного, вот с ними все в порядке. Я думал, это ваши злейшие враги. Ну да. Другие кланы мы настолько не уважаем. Пойдем. Он сражался до конца. Торстен. Чистый удар. Голова, наверное, далеко отлетела.
Ее зарубили. Должно быть вдвоем. Дружина двинулась дальше. Интересно, сколько их осталось? Свод туннеля обвалился. Покажи, что умеешь. Ты хорошо знаешь остров? Я никогда раньше здесь не был. Скажем так, я небольшой друг клана Тордорох. На самом деле, на Артскеллиге их вообще не особенно любят. Пойдем. В нее всадили пол колчана. Ты хорошо знаешь остров? На самом деле, Пойдем. Ну что, паскуда?
гнусный же, сука. Эту рассекли пополам. Эту рассекли пополам. О боги, там человек 20. Но Хьялмара нет.
Иди сюда. Ну что, паскуда? Зараза! Ты хорошо знаешь остров? Я никогда... На самом деле, на Артскеллиге их во... Пойдем. Ну давай!
много старых следов. Великан, должно быть, часто туда ходил. Еще след. Какая кладовка, такие и мыши.
Не любишь серебро, да? Вперед, сука! Резко! Фолан? Я был уверен, что ты погиб. Куда ты подевался? Керрис поплыла на спикерок. Одна. А ты не мог подождать. Сорвался в поход, будто боялся, что кто-то украдет этого великана. Керрис претендует на корону? Если бы ты об этом знал, отправился бы с ней, так ведь? У меня, по крайней мере, был бы выбор. Подожди, я еще не поблагодарил тебя, Геральт из Ривии. Я всегда буду помнить, что ты пришел ко мне на выручку. Ты знаешь меня? Скальды поют о тебе песни. Ну и отец мне рассказывал о твоих приключениях, когда я был маленький. Он говорил, не надо быть ведьмаком, чтобы стать героем. Для парня со Скеллиги есть свои эликсиры. Соленый ветер и холодная вода. Значит, та песня о ведьмаке и чародейке о тебе, Геральт? Ну да. Где остатки твоей дружины? Вот именно, где? По дороге сюда мы пробивались через стаю сирен. После боя на озере осталось только горстка людей. Хорошо, что вы помогли мне. Лейфа нужно как можно скорее перевязать. Эти суки ему едва кишки не выпустили. Впрочем, если бы все шло гладко, сага об этом героическом походе была бы очень короткой. Мне кажется, это неудачный поход. Нет, это боги проверяют, из какого железа я выкован. И скоро они это узнают. Твой отец прислал меня к тебе. Я не вернусь, пока не одолею великана. Но сперва нужно перевязать Лейфа. Лейф умер. Что? Нет, он просто без сознания. Он потерял много крови. Он мертв. Я в этих вещах понимаю. Он поклялся на костях своих предков, что погрузит этот меч в сердце великана. Ты идешь со мной? Глупый вопрос. Геральт, присоединяйся к нам. Идем. Шире шаг. Вижу, тебе прям не терпится. Говорю тебе, это огромный выродок. Вот и отлично.
Наконец-то я до него добрался! Геральт, помоги мне это разломать! Отсюда мы точно дойдем до пещеры великана! Я прикрою тебя. Встану так, чтобы не упускать великана из виду. Все холоднее. Уже близко. Осторожно. Один неверный шаг, и ты его разбудишь. Эй, выпустите меня, пока он не проснулся! Ключ, наверное, где-то здесь. Нет, подожди. Ты знаешь, как называют Виги? Помешанный. И не без причины. Пусть он лучше посидит в клетке, пока мы не покончим с великаном. Анкрайт, ты сдурел? Я думал, это твой товарищ. Да, и поэтому я знаю, на что он способен. Выпустим его. В бою с великаном лишний меч не помешает. Даже в руках безумца? Я все слышал, Анкрайт. Выпустите меня сейчас же. Жди здесь, я найду ключ. Со слов Йеннифер из Венгерберга, на Скеллиге произошел магический взрыв, который уничтожил значительную часть древней пущи и, видимо, был связан с появлением Цири. Геральт отправился на острова, чтобы присоединиться к чародейке и вместе с ней попробовать найти следы девушки. На месте оказалось, что друид Мышевур запретил Йеннифер исследовать уничтоженный лес. Но с помощью ярла Краха Анкрайта его удалось переубедить. Со слов Йеннифер из Венгерберга, на Скеллиге произошел магический взрыв, который уничтожил значительную часть древней пущи и, видимо, был связан с появлением Цири. Геральт отправился на острова, чтобы присоединиться к чародейке и вместе с ней попробовать найти следы девушки. На месте оказалось, что друид Мышевур запретил Йеннифер исследовать уничтоженный лес. Но с помощью ярла Краха Анкрайта его удалось переубедить. Все холоднее. Уже близко.
Осторожно. Один неверный шаг, и ты его разбудишь. Эй, выпустите меня, пока он не проснулся! Ключ, наверное, где-то здесь. Нет, подожди. Ты знаешь, как называют Виги? Помешанный. И не без причины. Пусть он лучше посидит в клетке, пока мы не покончим с великаном. Анкрайд, ты сдурел? Я думал, это твой товарищ. Да, и поэтому я знаю, на что он способен. Выпустим его. В бою с великаном лишний меч не помешает. Даже в руках безумца? Я все слышал, Анкрайд. Выпустите меня сейчас же. Жди здесь, я найду ключ. Не подходи к нему, он мой. Эй, выпусти меня, скорей! Заткни Хайло. Когда я сидел в котле у троллей, то даже не мяукнул. Спасибо за помощь, брат. Теперь уходим. Ага, но сперва убью его.
что мы его завалим. Ах, и уебан ты, Виги. Ой. О, а где остальные? Спасибо за помощь, Белый Волк. Я позабочусь о том, чтобы скальды сложили песнь о Геральте, убийце великана. Хьялмар, убийца великана, звучит куда лучше. Это твой поход, и вся слава должна достаться тебе. Пожалуй, ты прав. Пойдем отсюда. Я хочу еще осмотреться. Тогда встречаемся на берегу, в гавани.
Гляди, дружина! Белоголовый вернулся! С чем пришел? У меня есть для тебя гвозди и дратва. Что? А, да. Хоть бедному Вильхельму ух прикреплю. Ты Харальд Собачья Морда. Ярл... А что, мы с моей Ну... То-то же. Так значит, все думают, что я Может... Мне пора. Будь здоров. Гляди, дружина! Белоголовый вернулся! С чем пришел? Я убил великана. Ты? Вся моя дружина с ним не справилась. Слыхали, ребята? И не стыдно вам? Чем болтать сам с собой, собирайся лучше со мной на Артскеллиг. Там укрылись твои люди. Ты все еще главный над ними. Мои люди? Ну да, теперь они могут возвращаться. Эй, дружина, поднажми! Нужно заканчивать работу. Славная выйдет посудина. Ты возвращаешься на Артскеллиг? Да. В конце концов, мне же надо короноваться. Я убил великана, освободил Ундвик и потерял всю дружину. Может, стоило идти одному, как Керрис? Ты жалеешь, что затеял этот поход? Теперь это не имеет значения. Великан мертв. Люди с Ундвика могут вернуться домой. А что Керрис? Уже вернулась? Да, ей повезло на Спикероге. Она постоянно со мной состязается. Но раньше всегда побеждал я. Ну, мне пора в путь. Бывай, Геральт. Спасибо за помощь. Бывай, Анкрайд.